Все началось в маленьком комиссионном магазине на окраине города. Эмили не планировала ничего покупать, она просто зашла спрятаться от редкого для этого места проливного дождя. В помещении пахло влажным деревом, а знакомый до скрипа пол едва выдерживал вес старой мебели. Между полками, заваленными потрепанными книгами, сломанными часами и ворохом одежды, ее взгляд зацепился за стеклянную витрину с техникой. Там среди беспорядочно раскиданных устаревших телефонов лежал небольшой смартфон, черный корпус, поцарапанное стекло, чуть облупившаяся задняя крышка и надпись с номером, написанным маркером прямо на аккумуляторе. Казалось, этот телефон стоял здесь вечность, его давно никто не трогал. Но именно к нему потянулась рука Эмили, как будто он сам звал. Хозяин магазина с удивлением посмотрел на нее. Чаще здесь покупали только дешевые лампы или старые телевизоры. На телефон спрос был редкостью. Он взвесил покупку в руке, пожал плечами и предложил низкую цену. Смартфон явно был не первой свежести. В памяти еще осталась чья-то старая пленка защитного стекла, под ней скрывались микроцарапины. Но Эмили не рассчитывала тратить крупную сумму, к тому же она всегда верила, что старые вещи хранят свои истории. Она не спросила, кто был прошлым владельцем. Магазинчик лишь пробурчал что-то про быструю распродажу, мол, старшая женщина принесла несколько гаджетов сразу, и он даже не успел проверить их. Эмили взяла телефон в руки. Он оказался немного тяжелее, чем ожидалось, будто внутри осталась память о прежних днях. Она протянула деньги, получила серую бумажную квитанцию и без пакетика убрала покупку в сумку. На выходе дождь уже стихал, но на улице тянуло промозглым ветром. Девушка замерла у автобусной остановки, крутя в руках находку. Смартфон не выглядел особенным, никаких дорогих брендов, лишь мелкая трещина на углу и незаметная царапина на камере. Сравнив с прочими, Эмили отметила, что у этого экрана чуть более желтоватый оттенок, а кнопка включения будто слегка подтерта. Это был телефон, который явно часто держали в руке. В автобусе она не удержалась, включила девайс. К ее удивлению, батарея еще держалась. На экране мигнул странный темный фон. Никаких заставок, обоев или приветственного экрана. Не было и привычных уведомлений, будто телефон только что вернули к заводским настройкам, но при этом в памяти почему-то остались 2-3 стандартные папки и одно единственное приложение с значком старого фотоаппарата. Имя владельца не высвечивалось, аккаунты не были подключены. Список контактов пуст, но заметки и календарь почему-то содержали какие-то обрывочные напоминания о чем-то личном, но всегда без фамилий и четких дат. Позвонить маме, забрать книги, проветрить комнату. Пока автобус качало по разбитым дорогам, окно телефона случайно отразило ее лицо. Эмили на секунду показалось, будто экран замирает дольше обычного, словно внутри кто-то наблюдает за каждым ее движением. Вначале она относилась к этому с иронией, мало ли странных эффектов у старой техники. Добравшись до дома, она сразу пошла к розетке. Телефон работал на последних процентах зарядки. Обычный разъем, простой кабель. Когда розетка замигала искрами, что-то щелкнуло, и заставка на экране сменилась черно-белым пятном, похожим на смазанную старую фотографию. Она нажала на кнопку, и изображение исчезло. Вечером, разбирая покупку, она обнаружила в чехле крошечный клочок бумаги. На нем аккуратным печатным почерком были написаны всего 3 слова. Фраза звучала странно. «Не отвечай им». Эмили вгляделась в бумажку, пытаясь найти логику. Может, предыдущий владелец писал себе напоминание? Или это просто случайная шутка? Но где-то в глубине души зародилось легкое беспокойство. За окном темнело, телефон тихо вибрировал в ладони, а на экране отражались огни проезжающих мимо машин. Но именно в этот вечер предмет, купленный в обычном комиссионном магазине, начал открывать дверь в мир, куда Эмили совсем не собиралась попадать. И очень скоро она впервые столкнется с тем, что заставит ее пожалеть о покупке. В ту ночь Эмили долго ворочалась в кровати, то и дело бросая взгляд на новый телефон. На улице хлестал ветер, на стекле плясали тени, с каждой минутой казалось, что чья-то тень вот-вот пройдет мимо окон. Телефон молчал. Привычного хруста от прилетающих уведомлений не было, полная тишина, будто он потонул в своем собственном вакууме. Ближе к полуночи сон стал клониться к ней, но когда Эмили уже почти провалилась в дрему, раздался еле слышный щелчок, как будто внутри под крышкой что-то резко сдвинулось. Она села, включила настольную лампу, экран оставался черным, индикаторы не горели. Но стоило нажать кнопку, изображение вспыхнуло, выдав приглушенно-желтый фон и серую полосу внизу с едва заметными пикселями.
Она отвела глаза на стол, но неожиданно телефон сам загорелся во второй раз. На экране появились незнакомые символы, будто текст был написан на чужом языке или телефоне банально глючило. Буквы не складывались в слова, но среди них несколько раз мелькнула знакомая строчка «Не отвечай им». Эмили замерла, почерк и стиль совпадали с запиской из чехла. Пытаясь понять, что происходит, она вышла в коридор, села на пол напротив зеркала и снова включила телефон. Теперь дисплей высветил меню галереи. Изображения внутри оказались пустыми, только серый фон и значок сломанной картинки. В списке вызовов ни одного входящего или исходящего. Прошла пара минут, и телефон сам по себе издал трескучий звук, такой, каким раньше сигналили старые мониторы. В этот момент лампа на тумбочке моргнула, а экран снова стал черным. Ближе к 2 часам ночи, когда она уже почти решилась оставить эту авантюру до утра, с динамика вдруг послышался едва различимый скрежет. Телефон выдал короткую вибрацию и замер. Эмили положила его экраном вниз. Не потому, что испугалась, а чтобы банально не видеть ту самую надпись, которая выскакивала в самые неожиданные моменты. На следующее утро все было тихо. Она уехала на учебу и оставила телефон дома, хотела, чтобы техника полностью разрядилась. Вернувшись ближе к полудню, девушка увидела, что устройство почему-то снова включено, хотя розетка была выдернута из стены. На экране прежний желтоватый фон, но теперь появились новые элементы. В левом верхнем углу крохотная иконка, камера с перечеркнутым объективом, в правом странный счетчик, который отсчитывал цифры в обратном порядке. Эмили попыталась выйти из меню, но кнопки не реагировали. Она закрыла телефон, но через пару минут услышала негромкий щелчок и снова вспыхнувший экран. Одна из фотографий в галерее, казалось, загрузилась сама по себе. На ней размытое окно, за которым угадывался силуэт. Снимок словно сделан ночью, и лицо этого человека закрыто тенью. Она пролистнула дальше, но остальные изображения не открывались, только этот один кадр упрямо возвращался на экран снова и снова, будто кто-то пытался ей что-то показать. Почти сразу после этого телефон начал издавать короткие сигналы, похожие на вибрацию при входящем сообщении. Но никаких мессенджеров не было установлено, и сеть не подключалась, Эмили заранее вынула сим-карту и даже не открывала Wi-Fi. Несмотря на это, в папке заметки стали появляться новые строки. Их явно кто-то печатал, строчки появлялись одна за другой, времени не было даже понять, откуда они берутся. «Я здесь. Ты смотришь? Ты слышишь меня?» Под каждой записью высвечивалось точное время, когда телефон лежал в ее сумке или был под подушкой. Поздним вечером, когда Эмили делала домашние задания на кухне, телефон внезапно включил диктофон. Она услышала свой голос, чуть искаженный помехами. Это была запись из комнаты, которую она сделала днем раньше, чтобы проверить качество динамика. Но спустя секунду к ее голосу добавился шепот, которого она точно не произносила. «Ты слушаешь?» Телефон стал сам открывать камеры, и иногда экран мигал, будто кто-то пытался сфокусироваться на ней. На экране то и дело всплывало странное пятно, фрагмент той самой черно-белой фотографии, кусок окна, в котором отражались огни улицы. Эти детали повторялись снова и снова, как заезженная пластинка. На следующий день Эмили решила отключить телефон полностью. Но отложив его в ящик стола, она через пару минут услышала вибрацию, короткую, прерывистую, словно кто-то отправил сообщение. На экране нет ни одной иконки, но дисплей ярко загорается, выводя короткую надпись «Я все ближе». Эта фраза исчезает так же внезапно, как и появляется. С каждой попыткой избавиться от настойчивого внимания неизвестного отправителя Эмили убеждалась. Телефон не реагировал ни на перезагрузки, ни на извлечение аккумулятора. Он включался снова и снова, как будто жил своей жизнью. И чем дальше, тем отчетливее она понимала. Дальше будет нечто большее, чем просто тревожные сигналы и случайные вспышки. Далее она впервые увидит в галерее то, чего там не должно было быть никогда. Когда Эмили, уставшая, но настороженная, снова решила посмотреть телефон, ее взгляд зацепился за новую иконку внизу экрана. Она не помнила, чтобы раньше видела этот символ, наполовину стертую камеру с полосой поперек. Почти машинально она нажала на нее, ожидая опять увидеть пустой альбом. В этот раз все было иначе. По экрану медленно поползли миниатюры изображений. Сначала только 3, серая мозаика, ничего не разобрать. Но стоило ей попытаться пролистать влево, как экран словно завис, картинка открылась на весь дисплей, хотя файл был поврежден. Полосы и пиксели мешали узнать детали, но постепенно проступал контур. На фото был ее стол в комнате. Свет падал под тем же углом, что сейчас настольная лампа, стопка книг, чашка чая.
Лишь одна деталь не совпадала. В углу у окна стояло кресло, которого у нее не было, а на нем силуэт, как будто кто-то сидит, глядя в сторону камеры. Эмили вжалась в спинку стула, она точно не делала этот снимок. Она даже не могла вспомнить, чтобы кто-то в ее доме фотографировал ее комнату. Сердце забилось чаще, она быстро пролистнула дальше. Теперь еще одно изображение, уже темнее, будто снято вечером. Ее кровать на наволочке, тоже размытое пятно, похожее на отпечаток старой руки. Опять кресло, теперь пустое, лишь смятый плед, которого у нее никогда не было. Третья фотография открылась с трудом, длинная полоса ярких пикселей, но по центру четко виднелся край зеркала. В зеркале отражение чьей-то тонкой фигуры, лицо скрыто за тенями. У Эмили гулко стучало в висках. Она никогда не фотографировала себя в этот момент и не помнила, чтобы подобные изображения вообще существовали в телефоне. Она выключила экран. В комнате становилось душно, и на мгновение показалось, что за ее спиной кто-то дышит. Она решилась проверить настройки телефона, но пункт камеры вызывал только ошибку. Фотоаппарат не запускался, а иконка на панели мигала, как тревожный сигнал. Спустя пару минут телефон опять завис на фотографии. Теперь это был коридор ее квартиры, снятый как будто с высоты человеческих глаз. На полу мелькала ее обувь, но рядом с вешалкой стояла тень, длинная, неестественно тонкая, будто чей-то силуэт только что исчез за углом. Эмили снова попыталась выйти из галереи, но сколько бы ни нажимала на кнопку «назад», фотографии прокручивались в обратном порядке, словно кто-то нарочно заставляет ее смотреть все заново. Теперь на снимках были детали, которых точно не существовало. В вазе на окне засохшие цветы, хотя она их не ставила. На кухонном столе чашка с трещиной, хотя ее посуда была целой. Каждый кадр выглядел чуть искаженно, будто снят сквозь мутную пленку времени. Один снимок и вовсе заставил ее вздрогнуть. На нем была ее рука, лежащая на экране телефона, но второй руки, держащей камеру, на фото не было, будто фотографировал кто-то, стоящий рядом. Эмили попыталась сделать снимок сама, чтобы убедиться, что камера работает. Но телефон тупо щелкнул, экран на миг стал черным и ничего не сохранилось. Новый кадр в галерее так и не появился. Зато прежние фотографии начали дублироваться. Теперь у каждой было по 2, 3, даже 4 копии, и каждая с незначительными отличиями. Где-то исчезал фонарь за окном, где-то менялся цвет постельного белья, где-то на стене появлялись непонятные тени, будто чьи-то вытянутые пальцы скользят по обоям. Чем дольше она смотрела, тем сильнее чувствовала. Эти фотографии заполнили не только память телефона, но и ее мысли. Она выключила устройство, спрятала подальше, но через несколько минут экран снова загорелся, самостоятельно открыв галерею. На этот раз камера включилась сама и на мгновение засняла ее лицо, испуганное с расширенными зрачками. Снимок тут же исчез из памяти, осталась только новая фотография, пустой темный угол комнаты с почти незаметным силуэтом у двери. Телефон начал присылать уведомления с фотографиями в самое разное время, среди ночи, когда квартира погружалась во тьму, среди дня, когда она была на учебе. Последний раз изображение появилось, когда она открыла шкаф. Внутри был кадр, снятый будто из самого шкафа. На нем она, стоящая в комнате спиной к двери, и за ее плечом пятно, похожее на искаженный человеческий профиль. В этот момент звук в телефоне резко пропал, экран замигал, а из динамика донесся треск. Секунду спустя устройство само переключилось на запись диктофона. Эмили услышала низкий скрипучий голос. «Я здесь, смотри». Она бросила телефон на кровать, внутри что-то негромко щелкнуло, и дисплей погас. Но теперь, когда она пыталась убедить себя, что все это просто сбой старой техники, фотографии снова возвращались на экран, менялись местами, как будто невидимый владелец пытался ей что-то сказать. За окном мелькнула тень. На улице проехала машина, и в отблеске фар на стене комнаты на секунду проступил тот же силуэт, что и на фотографиях из телефона. В этот момент Эмили поняла, снимки не просто существуют в памяти устройства, они начинают проникать в ее повседневность, подменяя реальность и оставляя все меньше пространства для сомнений. Но пока она пыталась понять, как такое возможно без подключения к сети и как избавиться от навязчивых образов, в памяти устройства начали появляться новые файлы, которые уже нельзя было назвать обычными фотографиями. Они двигались, мерцали, а иногда, казалось, буквально шептали ей в темноте. Но за следующей чертой уже ожидало совсем другое испытание. Впервые голос из телефона заговорит с ней напрямую. Почти сразу после появления странных фотографий Эмили заметила, что телефон стал вести себя еще необычнее. Как только она решила отложить устройство подальше, тот сам собой включил динамик. По комнате прокатилось глухое потрескивание.
Девушка оглянулась на экран, но устройство было выключено, никаких индикаторов, только плотная чернота. Тишина длилась несколько секунд, и вдруг в комнате раздался чей-то хриплый вздох, будто за стеной кто-то глубоко выдохнул прямо в ухо. Эмили замерла, вслушиваясь. Сквозь стены летела приглушенная звуковая волна, похожая на старую радиопомеху. Телефон лежал на столе, экран был темным, но голос из динамика будто пробивался сквозь помехи. «Слышишь меня?» Фраза оборвалась, никак не подтвердив свою реальность. Эмили резко села, приблизила устройство к уху, пытаясь убедиться, что это не ее воображение. Тишина. Она убрала телефон подальше, попыталась заняться обычными делами. Но спустя минуту из ящика с телефоном начало доноситься что-то похожее на скрежет ногтя по стеклу. Эмили открыла ящик, достала гаджет. В этот раз дисплей включился медленно. На экране вместо стандартного меню проступили едва различимые серые волны, словно изображение пропускали через старый телевизор. Из динамика зазвучал низкий фон, что-то между электрическим гудением и отрывистым дыханием. Девушка поставила телефон на стол, но звук становился отчетливее. Сквозь хриплое шипение четко проскользнуло «Это не твое». Испуганная, она попыталась снова выключить устройство, но кнопки не реагировали. Позже вечером, когда Эмили пыталась уснуть, телефон начал издавать серию коротких звуков, как будто кто-то наяривал код Морзе. Девушка встала, подошла к окну, на улице прыгали отблески от фар, а за стеклом все еще плясали тени. Телефон вдруг включил диктофон, и среди общей тишины в комнате раздался еще один голос. Бархатный, чужой, чуть дрожащий, он прошептал «Мне нужно увидеть тебя». На экране не было индикаторов записи, но волны голоса пробивались даже сквозь приглушенный динамик. Она попыталась проиграть запись, но в медиаплеере ничего не появилось. В списке файлов новых треков не было, память устройства оставалась пустой. Но стоит Эмили снова взять телефон в руку, звук появлялся вновь. Теперь голос становился настойчивее, обрывки чужих фраз смешивались с ее собственным дыханием. Иногда чужой голос повторял ее слова, будто их кто-то записал в прошлое. «Слышишь меня? Я здесь. Открой». Внезапно звук сменился на писк, и девушка услышала свой голос, но искаженный, будто сквозь старую пленку. «Я не понимаю, кто ты?» Пытаясь найти логическое объяснение, Эмили вытащила батарею. Телефон все равно продолжал издавать тихое гудение, словно внутри работал маленький моторчик. В какой-то момент в динамике пронесся низкий смешок, затем хриплое дыхание, после голос будто повторил письмо с бумажки «Не отвечай им». Это прозвучало так, будто сам телефон предупреждал ее не связываться с чем-то по ту сторону экрана. Ночью девушка услышала, как ее имя кто-то еле слышно зовет из коридора. Она выскочила из постели, телефон при этом тух на глазах, но через пару секунд дисплей вновь начал излучать тусклый свет. В записи диктофона появился новый трек, длительностью ровно 8 секунд. На записи шум и в самом конце тихий женский шепот «Я здесь, рядом». Она не могла вспомнить, чтобы запускала запись сама или включала камеру. Днем Эмили решила проверить телефон на улице. К ее удивлению, когда она отошла дальше от дома, устройство вдруг заиграло низким эхом, а в динамике четко прозвучал голос, практически ее собственный, только более хриплый «Вернись!». Возвращаясь обратно, звук прекращался, но стоило пройти мимо лестничной клетки, как эхом несло «Я жду». Телефон будто привязывался к ее пространству, реагируя на движение. Позже, в этот же день, во время очередной попытки отключить все функции, из динамика услышался приглушенный разговор. Будто кто-то бормотал что-то на отдаленном языке, отдельные слова проскакивали на английском. «Don't speak. Listen». На экране тем временем проступили прозрачные полосы с рябью, а сама панель переключилась на новую аудиозапись. Девушка не могла удалить файл. Каждый раз, когда она открывала папку, трек появлялся снова, и снова звучал низкий голос. «Ты слышишь меня?» С этого момента голос стал проникать в другие сферы ее жизни. Когда она мыла посуду или собирала вещи, стоило только начать что-то напевать или говорить сама с собой, телефон внезапно включал динамик и повторял в искаженной манере то, что она только что произнесла, будто отвечая на реплики или задавая свои вопросы. В какой-то момент, устав от странности техники, Эмили громко сказала «Хватит!». Спустя пару секунд экран замигал, и в ответ раздалось «Не я начал». Теперь, когда динамик превращался в чей-то рот, между Эмили и невидимым собеседником завязывался диалог, в котором она не хотела принимать участие. Телефон перестал быть просто предметом, устройство реагировало не только на прикосновения, но и на звуки вокруг. Иногда казалось, что голос улавливает даже ее мысли, отвечая на невысказанные вопросы сухим шепотом.
Самое странное началось с очередной ночной попытки поспать. Девушка только укрылась одеялом, как телефон сам собой включил диктофон и снова зазвучал голос. Теперь он пересказывал события прошедшего дня, упоминая детали, которых она не могла озвучить даже самой себе. В конце записи тягучим, почти гипнотическим тоном голос произнес: «Ты не одна». После этих слов экран отключился полностью, но в тишине еще долго эхом отдавалось невидимое присутствие. С наступлением утра Эмили стала ощущать, что голос не просто повторяет, а будто ждет от нее ответа, втягивая все глубже в странную игру. И когда она начала разговаривать вслух, телефон моментально реагировал, отвечая фразами, которых не мог знать даже случайный слушатель. Теперь сообщения, казалось, слышали не только ее слова, но и ее страхи. За гранью привычных звуков из телефона вырастала новая опасность, которая готова была выйти на связь совсем другим способом. Очередная ночь началась с того же тревожного щелчка, что и раньше. Но теперь тишина длилась не более пары секунд, потому что телефон Эмили, лежавший, как обычно, подальше от кровати, вдруг активировал микрофон. Она услышала внутри устройства еле различимый треск, словно рядом работал старый кассетный магнитофон. Девушка поднялась, взглянула на экран, ничего, только тусклый фон ни одной открытой программы. Но стоило ей прошептать «Что тебе нужно?», как динамик тут же среагировал. Из него донеслось шипящее эхо «Вижу тебя». Эмили попыталась успокоиться и отложила устройство обратно на стол. Но буквально через минуту по всей квартире прошел волной вибрирующий звук, словно телефон коротко просигналил сразу в нескольких местах. Из гостиной послышался ее голос, но искаженный и вытянутый, как на замедленной записи. «Я дома!» Она обернулась — никого. Повернувшись к телефону, заметила, что диктофон снова активен, а индикатор записи моргает в такт ее дыханию. Не успела Эмили сесть обратно, как экран замерцал. На дисплее появилась новая надпись. «Ты слышишь меня?» И сразу исчезла. Она попыталась обновить меню, но приложения вылетали, а телефон быстро разряжался, хотя заряд только что был полным. Тогда она решила проверить свою комнату. Зайдя внутрь, услышала короткий сигнал из динамика. На этот раз фраза была другой. «Говори со мной». Эмили не стала отвечать, но телефон больше не спрашивал разрешения. Он начал повторять каждое слово, сказанное вслух в комнате. Мягким эхом он копировал ее фразы, растягивал интонации, иногда добавляя чужие голоса, среди которых проскальзывали мужские, женские, даже детские. В какой-то момент на экране выскочил аудиоплеер, и ей пришлось слушать собственный голос, перемежаемый чужим шепотом. «Ты не одна. Слышишь меня?» В этот вечер телефон решил включить на полную громкость аудиозапись внешнего мира. Она услышала, как кто-то шепчет ее имя, повторяя его снова и снова. При этом телефон вибрировал в руке, а дисплей мигал, будто реагируя на ритм голоса. Попытки выключить звук ни к чему не привели. Устройство будто теряло управление, меню сдвигалось в сторону, а звук становился все более отчетливым. В какой-то момент Эмили решила попробовать обмануть гаджет. Она шептала бессмысленные фразы, напевая под нос чужие куплеты из песен, и наблюдала, как телефон тут же повторяет их искаженным голосом, смешивая ее интонации с незнакомыми. Один раз в записи промелькнула чужая песня, похожая на мелодию старого рекламного ролика, которую она точно не произносила. Позже, уже глубокой ночью, Эмили заметила, что диктофон активируется сам по себе именно в те моменты, когда она говорит или двигается по комнате. Если она молчала, устройство замирало, поджидая, когда раздастся хоть малейший звук. Однажды она даже решила проверить, положила телефон на диван и шагнула в ванную, прикрыв дверь. Сразу после этого за перегородкой послышался хриплый голос. «Куда ушла?» «Я здесь». Она бросилась обратно. Экран уже был активен, и на нем отобразилась запись. «Ты слышишь, когда я зову?» Следующей ночью телефон зафиксировал ее дыхание и тут же отозвался фразой «Я слышу все». С каждой новой попыткой избавиться от постоянного слежения Эмили сталкивалась с еще большими странностями. Если она просто вздыхала, телефон реагировал короткой вибрацией или запускал аудиозапись, на которой ее голос звучал словно из-под воды. Когда она перестала разговаривать в квартире, телефон начал ловить уличные шумы сквозь толстые стены. Скрежет шин, лай собак, детские голоса издалека, и все это тут же превращалось в записанные фрагменты на диктофоне. Еще одной странностью стали ответы телефона на ее мысли. Иногда Эмили, стоя посреди кухни, только собиралась попросить, чтобы все это прекратилось, но еще не произносила слово вслух, и тут на экране возникала фраза «так не выйдет».
В другой раз, когда девушка мысленно задалась вопросом, кто находится по ту сторону этого устройства, откуда-то из динамика послышалось «Ты знаешь меня». В какой-то момент телефон начал включать диктофон не просто так, а как бы специально во время разговора с друзьями по стационарной линии. Если во время разговора она делала паузу, через доли секунд ее собеседник по телефону почему-то слышал эхо ее голоса, как будто рядом стоял кто-то еще. Однажды, разговаривая с однокурсницей, Эмили услышала в трубке не только себя, но и странный смех, короткий, холодный и нисколько не похожий на голоса, которые она знала. Позже, когда она попыталась перезагрузить телефон и вытащить батарею, устройство снова не отключилось. Оно тут же повторило слова из той самой записки «Не отвечай им». Теперь эти фразы она слышала не только в аудиосообщениях, но и в виде текста, выводимого прямо поверх картинки, а иногда даже отражающегося в темном экране, если смотреть под определенным углом. Все чаще и чаще ей казалось, что устройство слышит не только ее голос, но и голос других людей вокруг, записывает разговоры соседей, шум с лестницы, скрип двери, даже плач ребенка из соседней квартиры. А потом все эти звуки сливаются в одно, повторяясь на диктофоне фрагмент за фрагментом. Стало понятно, что сообщения теперь не просто видели ее слова. Голоса реагировали на эмоции, на интонацию, порой даже на дыхание. Все вокруг начинало вибрировать в такт тому, что происходило в эфире этого маленького черного телефона. Иногда она ловила себя на том, что отвечает устройству, а оно в ответ высвечивает «это только начало». С каждым днем Эмили становилось все сложнее игнорировать происходящее. Казалось, что дальше все пойдет еще глубже, потому что телефон готовился не просто слышать, но и менять реальность вокруг, стирая границу между ее миром и тем, кто прячется по ту сторону динамика. Все началось с того, что очередной вечер показался подозрительно тихим, как будто квартира замерла в напряженном ожидании. Эмили пыталась отвлечься, включила музыку, открыла ноутбук, разложила учебники. Но телефон не давал покоя, то подмигнет зарядкой, то коротко завибрирует, будто предупреждая о чем-то важном. На этот раз экран вспыхнул неожиданно ярко, не приглушенным привычным светом, а резким белым отблеском, наплывающим на стены и мебель. Несколько секунд из динамика шел странный треск, и сразу после этого комната наполнилась дрожащим эхом, будто кто-то ходит по коридору, цепляя ногами старые доски. Эмили бросилась к двери, проверила замки, все на месте. Вернувшись, она увидела, что телефон запустил не галерею и не диктофон. На экране возникла новая иконка — круг, внутри которого переливались темные тени. Она не успела коснуться экрана, как изображение само собой начало двигаться. Камера телефона включилась, но вместо привычной картинки показывала что-то странное. Комната искажалась, стены медленно расходились в стороны, пол под ногами будто втягивался внутрь дисплея. В центре картинки проступила размытая фигура, тень, без лица, но с четко различимыми глазами. Они смотрели прямо сквозь стекло, будто видели комнату не хуже нее. В этот момент в квартире сработал автоматический выключатель. На мгновение все погрузилось во тьму, остался только свет экрана. Эмили попыталась позвать на помощь, но голос словно застрял в горле. Телефон сам стал повторять ее слова, отзываясь тем же самым тоном, только чуть ниже, чуть тише, как отражение в разбитом зеркале. Приложение начало записывать все, что она произносила, и тут же транслировать обратно, искажая каждую фразу, добавляя шепот и непонятные шумы. Окно в меню исчезло, а вместо него короткая подпись «Здесь нет выхода». Эмили решила выбежать на лестницу, но стоило ей подойти к двери, как с экрана донесся скрежет, будто кто-то царапает пластик изнутри. Девушка вздрогнула, отступила назад и тут же увидела свое отражение на дисплее, но фон уже не совпадал с реальностью. За ее спиной в экране виднелась старая мебель, обои другого цвета, окно, завешенное плотной тканью. Она обернулась. В квартире все было иначе. Телефон начал фиксировать ее движение, и на каждый шаг возникал странный двойник в искаженной виртуальной комнате. Каждая попытка выключить устройство заканчивалась неудачей, оно мгновенно перезапускалось. Когда Эмили накрыла телефон полотенцем, экран стал светить через ткань резкими вспышками, а вибрация ощущалась даже на полу. Повернувшись к столу, она заметила, что другие предметы тоже начали реагировать. Светильник моргал, электронные часы сбились, а радиоприемник вдруг загудел низким басом, повторяя резкие паузы из динамика телефона. В какой-то момент экран резко погас, и вокруг воцарилась абсолютная тишина. Эмили сидела без движения, не смея дышать.
Неожиданно на стене напротив загорелась белая полоса. Это был отблеск, шедший от экрана телефона, вновь включившегося. Теперь изображение занимало весь дисплей, гипнотически медленно мерцая. Камера вновь активировалась и показывала комнату, только теперь все вокруг казалось расплывчатым, предметы на столе наклонялись в сторону экрана, будто их тянет в другую реальность. Телефон начал записывать не только ее голос, но и все окружающие шумы, скрип кровати, удары сердца, легкое постукивание за окном. В наушниках, которые она воткнула наугад, тот же самый голос, что раньше шептал из динамика, начал называть ее имя, перечисляя в подробностях детали квартиры, о которых никто не мог знать. Иногда голос вдруг сменялся другим, тонким, почти детским, который спрашивал «Ты видишь меня?» И тут же исчезал, словно растворялся среди помех. Окна на экране перелистывались сами по себе, показывали то рассвет, то вечер, но в квартире часы не менялись. Мир внутри телефона жил по своим законам. Фотографии и видео теперь обновлялись даже тогда, когда камера была закрыта. Эмили заметила, что на некоторых снимках комната была пустой, а на других ее силуэт стоял там, где она совсем недавно не была. С каждым новым воспроизведением телефон будто втягивал ее все глубже в свою вымышленную действительность. Когда она попыталась отправить сообщение себе на электронную почту с просьбой о помощи, устройство просто не отправляло письмо. На экране появлялась короткая надпись «Ты уже здесь». После этого все привычные приложения исчезли, осталась только одна живая лента, по которой скользили ее фотографии, видео и аудиозаписи, меняющиеся в реальном времени. Иногда на кадрах появлялись незнакомые детали, чужие лица, старинные вещи, которых не было ни в одной из ее комнат. Квартира медленно теряла четкие границы. Казалось, стены стали прозрачными, а сама Эмили как будто присутствует одновременно в двух пространствах — реальном и этом странном телефонном мире, который подчинялся собственным правилам. При попытке выйти на балкон экран телефона внезапно начал записывать видео, а из динамика послышался голос, повторяющий движение шаг за шагом, описывая все, что она делает с точностью до дыхания. Под конец Эмили поняла — телефон больше не просто техника, а портал, сквозь который другая реальность проникает в ее жизнь. Сообщения, фотографии, голоса переплелись в единую сеть, вытесняя привычное пространство, подменяя звуки и цвета вокруг. Она больше не могла отличить, где ее настоящие мысли, а где подсказки телефона. Все, что происходило вокруг, теперь было частью одной запертой игры без победителя. И самое главное, она не знала, возможно ли остановить этот процесс, или точка невозврата уже давно пройдена.